лицемерный, подлый, неискренний, злой. Сегодня у нас отрицательные черты характера. Этот выпуск предназначен для студентов, чей уровень А2, Б1. Изучай русский с удовольствием и с русским радиошоу. Изучай русский с удовольствием. Всем привет, я Сергей. И Артур. Это русское радиошоу. И напомню, что вы можете включить субтитры. И также вы можете скачать PDF-файл с полной транскрипцией этого выпуска. Итак, уровень А2, Б1. Тема отрицательные или негативные черты характера. Первое слово, первая характеристика – лицемерный. Это неискренний, двуличный человек. В лицо он говорит вам приятные слова и улыбается, но на самом деле думает о вас плохо и может делать плохие вещи за вашей спиной. И пример. Я терпеть не могу лицемерных людей. Вчера этот коллега мне улыбался, а сегодня критиковал меня перед директором. Подлый. Подлый человек. Подлый человек. Он может обмануть вас или даже предать тогда, когда вы этого совсем не ждете. Например, это был очень подлый поступок рассказать всем мой главный секрет. Ужас. Я хотел это сделать сам. Я прошу прощения, что я в очках, потому что светит солнце, у меня очень чувствительные глаза, и если вы не хотите видеть, как я плачу... Вы будете видеть, как плачу я, потому что у меня очков с собой нет. Следующая характеристика – это противный. Противный человек. Это человек, который вызывает у вас очень неприятные чувства. С ним совершенно не хочется общаться, сидеть рядом или работать. Он раздражает. И такой пример. Мой бывший начальник был очень противным человеком. Он каждый день всем портил настроение. Да, противный человек. Кстати, это прилагательное мы иногда используем по отношению к еде, например. Это так противный вкус. Да. Это значит, что это не хочется есть, это неприятный вкус. Какой противный запах. Например, да, как здесь воняет. Какой противный запах. Итак, поговорим о следующей отрицательной черте. Хитрый. Кстати, интересно, это отрицательная черта или все-таки нейтральная? Важен результат. Если человек это делает с негативом для других, то это отрицательная черта. Я считаю, что все-таки ты не должен делать плохо другим, даже в своих интересах. Итак, хитрый человек. Это человек, который использует свой ум, то есть это и умный человек. Использует свой ум, чтобы обмануть других для своей пользы. Он знает, как получить то, что хочет, но, правда, не всегда честным путем. Например, лиса в русских детских книгах всегда очень хитрая. Она обманывает зайца, волка. И вообще лиса это символ хитрости в русском языке. Да. Идем дальше. И если вы смотрели наше видео о положительных чертах характера, то вы помните, у нас было прилагательное «щедрый». Щедрый человек. Щедрый человек. Сейчас антоним, точнее даже два. Это жадный или скупой человек. Это человек, который очень сильно любит деньги и вещи и не хочет ни с кем делиться. Он никогда не дает деньги другим, не покупает подарки. И такой пример. Он такой жадный, что никогда не оставляет чаевые официантам в ресторане. Кстати, в некоторых странах не принято оставлять чаевые, но в странах, в которых принято оставлять чаевые, жадные люди не оставляют чаевые официанты. Это правда. Одна из стран, где не принято оставлять чаевые, это Япония. Если кто-то смотрит или слушает нас из Японии, напишите в комментариях, это правда? А мы переходим к следующей характеристике, к следующему слову. И это слово «завистливый». Итак, завистливый – это человек, который чувствует злость и обиду, если у кого-то есть то, чего нету у него. Например, деньги, красота, успех, здоровье. Он не умеет радоваться за других людей. И пример фразы. Она очень завистливая, поэтому она расстроилась, когда я купил новую машину.
Некоторые иностранцы, кстати, часто путают такие характеристики, как завистливый и ревнивый, потому что во многих языках это одно слово, Да. но в русском языке это разные слова и вообще разные идеи. Абсолютно точно. Разные характеристики. Следующее слово — жестокий. Жестокий человек — это крайне злой человек. Ему нравится, когда другим физически или морально больно. У него нет жалости ни к людям, ни к животным. Диктатор в этой книге описывается как очень жестокий и страшный правитель. Да, но обратите внимание, всегда важен контекст Да. и нюансы. Потому что мы можем даже в классической русской литературе встретить описание человека. Он был жестоким, но справедливым. И все равно контекст решает очень много. Но в целом жестокий Да. человек — это негативная характеристика. Это превосходная степень злого человека. Мгм. Это совсем плохо. Да. Следующее слово И следующее слово — эгоистичный человек. тоже под вопросом, потому что иногда говорят, что какая-то доля здорового эгоизма — это хорошо, но в целом, если человек эгоистичный, ничего хорошего в этом нет. Это правда. Ну и, друзья, не забывайте, мы говорим о терминальных стадиях, когда описываем их как негативные черты. И поэтому эгоистичный человек – это все-таки негативная черта. Это человек, который думает только о себе. Для него в мире важны только его собственные желания и интересы. Ему не интересны проблемы и комфорт других людей. Например, эгоистичные люди редко имеют настоящих друзей. Это правда. Потому что они умеют только брать, но не умеют давать. Переходим к следующей характеристике. Коварный человек. Коварный человек. Это человек, кстати, похож на подлого и хитрого, который планирует зло заранее. Он действует тайно, притворяясь другом, чтобы потом сделать вам плохо. Это коварный человек. И коварным может быть не только человек, а, например, может быть коварным план. Коварный план. И у меня такой пример. Это был хитрый и коварный план, чтобы забрать мой бизнес. Коварный. Коварный. Я поймал себя на мысли, что за все свои годы я не сталкивался с этим словом в своей жизни. Коварный человек. Только в литературе. Это очень литературное слово. В принципе, да, но коварные люди есть. Да, это правда. Просто, может быть, мы с ними не сталкивались и надеемся, что не столкнемся. Никогда. Следующее слово. Вспыльчивый. И вот здесь я бы поспорил. Отрицательная черта или нет? Да, потому что я вспыльчивый. Ты вспыльчивый? Я вспыльчивый человек. Не знаю. Это человек, который очень быстро начинает злиться. Легко заводится, говорим мы. Он может начать кричать из-за очень маленькой проблемы. Например, мой дедушка был вспыльчивым. Если суп был холодный, он сразу начинал кричать на бабушку. Следующая черта — бестактный. Бестактный человек — это человек, который говорит то, что может обидеть или шокировать других. Это антоним слову тактичный. Бестактный, он не понимает границ и задает неуместные, иногда очень личные вопросы. Это был очень бестактный вопрос спрашивать взрослую женщину о ее весе. То есть бестактным может быть человек, который задает бестактный вопрос. Следующее слово – высокомерный. Это человек, который думает, что он намного лучше, умнее, интереснее, красивее, чем другие. Он очень высоко себя меряет. Да, это буквально мерить себя высоко. Например, актриса стала очень высокомерной после того, как получила престижную кинопремию. Она перестала общаться со старыми друзьями. А мы переходим к следующей характеристике. Это слово «грубый». Мне кажется, что даже само слово «грубый» звучит очень грубо. Грубый, грубо. Это человек, который не знает правил вежливости. Он обычно употребляет плохие или резкие слова, не говорит спасибо и может физически или словесно обидеть вас. Это грубый человек, неделикатный человек, невежливый, грубый. Продавец в магазине был очень грубым.
Он бросил мои покупки на стол и даже не поздоровался. Надеюсь, его уволили. Кстати, у нас есть прекрасный глагол «грубить». И даже императив. Не груби мне! Не груби мне. Переходим к следующему слову. И следующая черта – ленивый. Но, кстати, мы иногда все бываем немного ленивыми. Но если человек всегда ленивый, то это... Да, это отрицательная черта. Безусловно. Итак, ленивый – это человек, который совсем не любит работать. Это антоним слова трудолюбивый. Ленивый человек. Он не любит работать, учиться, изучать что-то новое. Он не любит гулять. Итак, мой кот очень ленивый. Он спит по 20 часов в день на теплом ковре. Он ленивый. Переходим к следующему слову. Это слово «трусливый». И вы помните, что в предыдущем выпуске, когда мы говорили о положительных чертах характера, у нас было прилагательное «смелый человек». Так вот, трусливый – это антоним. Это человек, который всего боится, у него нет мужества, чтобы защитить себя или своих близких в опасной, сложной ситуации. Собака оказалась трусливой. Она поджала хвост и убежала, когда увидела кошку. Так что трусливой может быть и собака. Конечно. Следующее слово – безответственный. Безответственный. Итак, это человек, который не думает о результатах своих действий, забывает о своих обязанностях, не выполняет обещания или делает их очень плохо. У нас есть красивая метафора «спустя рукава». Делает все спустя рукава. Это не о нас, потому что мы очень ответственные Это правда. люди. Итак, пример фразы. Это крайне безответственно оставлять маленького ребенка одного дома на весь день. Обратите внимание, я использовал наречие безответственно. То есть мы говорим о ситуации в целом. Угу. И мы можем сказать в этой ситуации, оставить ребенка одного на весь день – это очень безответственный поступок. О, да. Или это очень безответственное поведение. Либо его родители крайне безответственные. Мы выходим на финишную прямую. Осталось два слова. Мое слово – легкомысленный. Легкомысленный. Это человек, который не думает о будущем и о серьезных вещах. Он относится к жизни, к работе и к отношениям как к легкой игре, без глубины. И такой пример. Она слишком легкомысленная для того, чтобы доверять ей управлять большим отделом в компании. То есть легкомысленный, такой несерьезный человек, у него все легко. Как правило, легкомысленные люди еще и безответственные люди. Иногда они могут быть ленивыми и так далее. Сергей, да. Вы думаете, я легкомысленный? Откуда это? Это цитата из знаменитого советского фильма «Служебный роман». Нет. «Ирония судьбы» или «С легким паром». Кстати, если вы хотите, чтобы в одном из подкастов мы с Сергеем поговорили про советское кино, про советские фильмы, которые мы любим, напишите в комментариях. Мы поговорим. Я эксперт в области советского кино. А я только учусь. Последнее слово от тебя, последняя характеристика. Да. Итак, последнее слово от Артура, и это слово «равнодушный». Ужасная черта, ужасная черта. Это человек, у которого нет никаких эмоций к проблемам и чувствам других людей. Ему все равно, если кто-то плачет или просит о помощи, у него, говорим мы, ледяное, холодное сердце. Например, самое страшное в современном мире – это равнодушные люди, которые проходят мимо чужой беды. Не будьте равнодушными людьми. Друзья, на сегодня все. Надеемся, что вам понравился этот выпуск. Поставьте лайк, напишите, какие черты характера вас больше всего раздражают в людях. Что вам не нравится в людях? Какие черты характера? Напишите, мы читаем все комментарии. Может быть, какие-то из этих черт характера есть у вас? Напишите. Это нормально, если мы все не идеальные. Это нормально? Я идеальный. Я не очень. Друзья, поставьте лайк, подпишитесь на Русское радио шоу, скачайте транскрипцию к этому выпуску. Если вы захотите, чтобы мы с Артуром стали вашими учителями, вы можете заказать уроки с Артуром или уроки со мной. Все подробности в описании к этому видео. Изучайте русский язык с удовольствием и с Русским радио шоу!